4% данного класса недвижимости. Друзья, традиционный слайд. Говорим о тенденциях. Ну, тенденции – это долгосрочные процессы, которые я наблюдаю, и мы видим длина исследования 12 месяцев, то есть это период исследования январь 2025 год, $561, на примере класса социального жилья показываю. И 1 января 2026 года $586 за квадратный метр, что пока еще в годовом измерении, запомните эту цифру, показало нам рост плюс 4,5% в годовом измерении. Друзья, немного саморекламы. Я и компания Lim Consulting готовим на протяжении многих лет, наверное, уже больше 10 лет, для крупных украинских банков и иностранных банков готовим, друзья, индексы. И вот на примере класса социального жилья хочу показать вам. Индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, положительный, единичка, запятая, 0,45. Что такое, во-первых, индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра, в данном случае данного класса жилья, во времени. Он считается достаточно просто, если у вас есть статистические данные. На примере показываем 586 делим на 561, получаем рост в годовом измерении 4,46%, ну или же положительный индекс единичка, запятая 0,45. Друзья, я знаю, что меня смотрит фокус-группа людей, которые работают в финансовых учреждениях, не только Украины. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Эта категория специалистов знает очень хорошо, как меняется стоимость денег во времени. А я, друзья, один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости в целом по всему рынку, по всем сегментам. И на примере вот класса социального жилья демонстрирую вам, так сказать, свои компетенции. Поэтому вот, синергия этих знаний, она, в общем-то, достаточно серьезно помогает нашим контрагентам работать, так сказать, облегчает бизнес-процессы, риски, которые связаны с ипотечным кредитованием и в данном случае обесцениванием недвижимости или же подорожанием, что мы наблюдали в 2025 году. Я еще раз повторюсь, знаю, как протекают эти процессы, и вот эта наша, еще раз, синергия знаний, она очень выгодна для обоих сторон. Меня найти очень просто. Вы можете найти в описании канала мой вайбер-телефончик, можем списаться, созвониться, как удобно, и я составлю техническое задание. Вот весь портфель недвижимости, который, под который ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства, и вы будете получать отчеты, исследования раз в квартал о том, что происходит со стоимостью недвижимости, еще раз повторюсь, под которой ваше финансовое учреждение выдало финансовые ресурсы. Также можете узнать, кто такой Андрей Гусельников и компания Lim Consulting. Я думаю, что ничего вы плохого обо мне не услышите. Итак, друзья, переходим. Во-первых, запомнили, что 4,5% рост в годовом измерении. Переходим к следующему слайду. Здесь мы поговорим о людском... нет, еще один слайд. Я хочу сравнить и показать вам, что происходило с арендой и что происходило с рынком недвижимости, в данном случае квартиры, выставляемые на продажу. Видим, это я повторяю просто, верхняя часть слайда повторяется на 4,5% рост в годовом измерении. И аренда, здесь мы сравниваем декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Видим, друзья, что также рост 4,63%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,46. Видите как? Поэтому я даже не сомневаюсь, что мы будем видеть
в 2026 году, как будет медленно, уверенно снижаться стоимость квадратного метра. Какое-то время будет снижаться, так, вернее, еще, может быть, на один квартал будет расти аренда. В дальнейшем мы увидим также снижение и аренды. Ну что, друзья, теперь давайте поговорим о человеческом ресурсе. Сейчас найду я этот слайд. Давайте так, начнем. Услышал вчера или сегодня, вчера, по-моему, где-то промелькнуло, что наш, так сказать, гарант Конституции совершенно так серьезно заявил, что потери на фронте составляют со стороны украинцев 55 тысяч. При этом он неоднократно заявлял, что, или министр Новый Федоров заявлял, что украинцы или убивают, или должны убивать 50 тысяч русских в месяц. Ну, то есть вот эти цифры, ну, абсолютно, я не знаю, откуда они берут, кто им об этом рассказывает, да. Но исходя из того, что меня смотрят умные люди, то хочу просто показать несложную, такая прикладная математика, да, для человека, который 8 классов закончил, он, в общем-то, разберется без труда. Ну, начнем с того, что линия фронта на сегодняшний день даже вот не поленился, предположил, что на машине вот таким образом проехать по границе с Российской Федерацией составляет, видите, 2174 километра. Это карта Google мне показала. Ну, пускай 2000 километров, где-то там может какая-то ошибка. Дальше, посмотрел в открытом доступе, вы можете без труда, здесь даже ссылка есть, сколько плотность солдат, которые, в общем-то, находятся на линии фронта, что называется, в окопах, непосредственно на нуле, как любят говорить военный эксперт. Еще раз повторюсь, я не военный эксперт. Если какие-то огрехи, то можете написать, кто-то, может, лучше разбирается. Итак, мы видим, что 100 человек на 1 километр фронта. Да? Ссылка есть, можете зайти посмотреть, это не моя информация, я просто как бы посмотрел. Я анализирую в целом картинку и предполагаю. Да? Дальше, несложно умножить этих 100 человек, которые на 1 километр фронта, на 2000 километров, округлим в меньшую сторону, получаем 200 тысяч человек. Это что называется непосредственно на линии фронта, и это очень сильно похоже на правду, потому что где-то там военные какие-то говорили, что 150 тысяч, кто-то больше говорил 170, пускай даже будет 150, но возьмем 200 тысяч человек, это непосредственно, которые на линии боевого соприкосновения. Напишите, кстати, кто специалист в этом, да, насколько я ошибаюсь или не ошибаюсь. Запомнили, 200 тысяч у нас, друзья, реально воюют. Следующий. Я посчитал, ну опять не я посчитал, а видите, в тылу для обеспечения одного человека, который стреляет в окопе, надо так от 3 до 5 человек. Ну, функции расписаны: медицина, ремонт техники, связь и так далее. Все это можете здесь прочитать. Ну, я взял 5 человек. 5 человек, несложно посчитать, что на всей уже линии фронта, а линия фронта у нас, помним, 2000 этих самых километров, да, умножаем 200 человек, которые непосредственно на передовой, на еще 5 человек, которые обслуживают их, функционал вот здесь вы можете прочитать. И того получается, что 1 миллион, друзья, что человек, расположенных по всей линии фронта. Ну, чтобы вы понимали, вот эти 5 человек, которые, они же являются и ротацией, ресурсом для ротации. То есть человек не может сидеть в окопе там больше 5 дней, по-моему. Потом происходит ротация, приходят другие люди, и так это происходит, чтобы человек, солдат, военнослужащий мог отдохнуть. Итак, мы несложно, так сказать, подсчитали, что непосредственно на передовой находится у нас 1 миллион человек. Ну, с учетом людей, которые там потом заменяют людей, которые в окопах, да, то есть ротация происходит. Дальше, что еще? Так называемый глубокий тыл, но это не военный термин, ну я это называл глубокий тыл.
Также где-то порядка, с учетом вот тех 5 человек, еще в целом это где-то 7 человек на одного человека, который находится в окопе. Опять же, очень просто. 200 тысяч человек, те, которые в окопах, умножаем на 7, это тыл и глубокий тыл, обеспечение, так называемое, получаем, что у нас армия, ну, порядка 1 миллиона 400 тысяч человек. Это очень похоже на правду. Я слышал где-то 1,5 миллиона, ну, возможно, там чуть больше. В глубоком тылу у нас же эти надфронтики, надфронтники их называют, да, которые большую часть проводят в телевизоре, нигде не воюя, но в каких-то частях, наверное, числится. Но мы берем за основу, что армия украинская 1 миллион 400 человек всего. Запомнили эту цифру. Теперь несложный подсчет, друзья, совершенно несложный. Во-первых, напоминаю вам, что 4 года войны 24 февраля уже будет. А сегодня это 5, по-моему, февраля записываю. Да, наверное, 5, сбился со счета дней. Итого, за 4 года войны это 1460 дней, да? Видите, все он здесь вот по полочкам, как вы в этом самом, ой, как для первого курса института. Берем линию фронта, активная линия фронта, боестолкновения, а также вот всего 2000, а 1000 это вот Донецко-Приднепровское направление, где особо жестокие идут бои. Это Запорожское направление, ну там Харьковское чуть меньше, Сумское чуть меньше. То есть я взял уже не 2000 километров, а 1000 километров, где более активные боевые действия. Еще раз напомню, это Донецко-Приднепровский регион. Предположим, что на 2 километра передовой линии в день погибает один солдат. Это, ну, мне кажется, это тоже очень похоже на правду, хотя просто вот считать жизни людей, ну, это настолько, как оно, кощунственно. Ну, когда говорят, что погибло 55 тысяч человек, а по реалиям это ну, просто не бьется, да, ни в какие ворота не лезет, то я просто решил показать вот на примере простого арифметики, что ну, не может 55 тысяч в принципе погибнуть за 4 года войны. И показываю вам с цифрами. Напишите, согласны, не согласны, может какие-то свои соображения. Итак, я предположил, что не по всей линии фронта, а всего лишь на самой активной части, это 1000 километров, в день погибает, друзья, к сожалению, да, как ни страшно об этом говорить, на 1 километр передовой линии погибает один солдат. Очень просто. Итого 500 человек, друзья, подумайте только, 500 человек в день. Это погибает солдат. При этом вы можете 500, вот здесь видите, посчитал Excel, 500 умножить на 1460 дней, это 4 года войны. Получаем, друзья, сколько? Ну, вы увидели, да? Страшная цифра на самом деле. Не 73 тысячи, друзья, 730 тысяч человек. Это людей, украинцев, которые погибли. Я это всего лишь мое предположение. Могу ошибаться, напишите. При этом, друзья, также можете посмотреть, что на одного погибшего приходится, кто пишет 3 военные, кто 5 раненых разной степени. Да? Ну, взяли 3, к примеру. 730 тысяч погибших умножаем на 3. И того получаем всего общая сумма потерь с ранеными разной тяжести. Друзья, страшная цифра. 2 миллиона. Округлим в меньшую сторону. 2 миллиона. Общее число погибших и раненых за 4 года войны. Вот это очень похоже на правду. Цифры очень похожи на правду. И я разложил вам по полочкам. И в подтверждение этого мобилизация. Помните, мистер Федоров, да, по-моему, молодой человек новый, как могут брать людей, которые не служили в армии без специального образования, брать на такие должности? Ну, мир сошел с ума. Это просто что-то невероятное. Так вот, 30 тысяч человек, это ТЦКшники, должны поймать людей в месяц. Ну и по, так сказать, несложно посчитать, 360 тысяч в год, чтобы закрыть вот эту дыру по погибшим и по, так сказать, раненым, которые уже никогда не вернутся в строй.
Чего вы так думаете, лютуют ЦКшники? Да потому что при таком количестве потерь это просто, ну, я не знаю, катастрофа. Итак, долго говорил о погибших, раненых. Давайте сейчас уже ближе к делу. Ну, это ж украинцы, это ж, так сказать, люди, которые могли создавать внутриваловую добавочную стоимость к внутриваловому продукту, каждый на своем месте. Теперь дальше считаем потери Украины. 7670, 7 миллионов 6780 это украинцев, которые уехали, и я уверен, не вернутся в страны Европейского Союза. Так это только страны Европейского Союза. Всего 186 или 183 страны в целом в мире, ну, на земном шаре, не могу ошибаться, напишите, если что. А это только в Европу уехали 7 миллионов. Вы можете себе представить, сколько там в Америку уехали, в Азии, в азиатские страны уехали. В Россию уехало порядка 2 миллионов. Это данные, кстати, официальный источник Организации Объединенных Наций. 5 миллионов уехало в Россию, как заявляют, так сказать, уполномоченные лица Российской Федерации. А Путина слышал, он говорит, что там все 10, ну, кто их считал, да, как здесь, в Европе, кто их считал. Но в Европе, может, и считали, потому что там какие-то пособия вроде дают. Хотя не все ж эти пособия берут, ну, чтобы не вставать на карандаш, что называется, да. Так и здесь никто не считал, так и здесь. Но цифры эти есть, я их просто взял. И давайте считать теперь общие, так сказать, наши потери, да. 7 миллионов 600 тысяч – это люди, которые уехали в европейские страны, плюс 5 миллионов – это люди, которые уехали в Российскую Федерацию, плюс 2 миллиона, округлил в меньшую сторону, погибшие на фронте. И, ну, погибшие, без раненые, понятно, то есть они уже с точки зрения экономического потенциала, в общем-то, ну, вряд ли что-то могут принести, да. Итого 14 миллионов 600 тысяч – это количество, так сказать, украинцев, которые, ну, с точки зрения, есть такая дефиниция, это экономически активное население. Они убыли, и никогда больше они не будут таковыми. При этом вот здесь официальная статистика, вы можете найти, 2022 год было в первом квартале, служба статистики нам дает, что 41 миллион 167 тысяч всего лишь проживало в Украине. Вот подумайте только, без войны с 91 года, когда из, так сказать, республики, которая входила в состав Советского Союза, Украина стала самостоятельным государством, у нас было 51 миллион 994 тысячи. Так вот, 10 миллионов больше мы потеряли за все время независимости. То есть так товарищи доуправлялись страной, да, что или часть сбежала с Украины, или там, ну как-то там, может, кто-то умер, естественно, но чтобы за такое количество времени пропало 10 миллионов человек. Напомню вам, что Израиль в 1954 году, как страна появилась, там всего лишь 800 тысяч было. На сегодняшний день порядка 10 миллионов насчитывает население Израиля. То есть вот целая страна пропала просто без войны. Ну, к этому добавим сейчас уже 41 миллион 167 тысяч, это вот эти цифры официальные. Отнимем 14 миллионов 600, что посчитали экспертным, так сказать, путем. И увидели, что у нас 26 миллионов 567 тысяч – это люди, которые, в принципе, живут сейчас в Украине. Но я думаю, что, скорее всего, 25 миллионов. Почему? Потому что, еще раз, здесь не учтены люди, которые уехали не только в Евросоюз, а здесь не учтены люди, которые без вести пропавшие. Есть такая категория 500. Это самая страшная история, когда человек погибает, и его останков не могут найти. То есть ни государство не выплачивает семье, никто ничего не знает, да, а человека нет. Вот был человек и нет его. Не знаем, сколько 500. Да. Ну, можно, наверное, еще сюда люди, которые прячутся, как они называются, СЗЧшники, ну, СЗЧшники, да, ну, те, которые, короче, уходят в самостоятельное оставление войсковой части. Ну, наверное, 25 миллионов. Вот теперь, друзья, давайте с вами, так сказать, предположим на 1 минуту, то 25 миллионов человек, здесь мужчины, женщины, здесь старики, кстати, да. И вот
я всегда говорю, что недвижимость это равняется квартиры, да, ну, вернее, люди. Квартиры равняются люди, то есть в них живут люди. И чем меньше населения, тем все менее будут нужны квартиры. А с учетом того, что сейчас происходит в крупных городах, Киев, Харьков, которые не просто разрушаются, а которые показали бездарное, как бы правильно так сказать, чтобы это э, город, не любой город, развивается по архитектурному плану, да? То есть должен быть план развития города. И вот когда в городе приходят боксеры или там кто-то, люди, которые не имеют никакого отношения ну, вот, к управлению, хотя вроде бы как Кличко говорит, что он заканчивал какой-то, у него есть именно по управлению городским хозяйством. Но это такое дело. Как он управлялся, мы видим. Да? Так вот, когда строят где попало, что попало, огромные человейники по 24 этажа, и во время войны-то вот это все и повылазило. Те старые дома, которые при Советском Союзе, там, ну, худо-бедно и вода, и газ есть. А вот этих в человейниках, там и трубы порвались, потому что на 25 этаж, 24 надо же без электричества, кто туда будет воду подавать. Так и отвод воды проблемы. Поэтому там жить просто невозможно. Поэтому, друзья, я всего лишь предполагаю, что в 2026 году мы будем видеть, как будет снижаться стоимость квадратного метра, и все вот эти, так сказать, косвенные факторы, которые мы сейчас с вами проговорили очень подробно, отсутствие людей, которые бы жили в квартирах, разрушение экономики и так далее, да, говорят нам о том, что Украина будет переживать достаточно сложный год. Это и экономика, естественно, и люди, ну и, конечно, и рынок недвижимости. Но, друзья, остановлю показ слайдов. Время же пройдет очень быстро. Буквально каждый квартал, даже месяц я показываю, что происходит с рынком недвижимости. Поэтому, если вдруг стоимость квадратного метра недвижимости в городе Харькове будет продолжать расти, то, ну, естественно, я скажу, куда же от этого деться. Скажу, что, друзья, был неправ. Но мне что-то вот подсказывает, что все-таки, ну, сейчас о прогнозах, каждый месяц мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра где-то порядка 1%. Итак, сейчас у нас, сравнивая январь месяц с январем 2025 с 2026, мы видим рост 4,5%. Когда мы будем сравнивать март месяц, рост будет составлять всего лишь 2%. Почему? Потому что я предполагаю, что в феврале мы увидим в целом снижение 1%, и в марте снижение 1%, ну, сравнивая, естественно, месяц к месяцу, год к году, то положительная динамика будет сохраняться, плюс 2%, но вот эти тенденции и снижение квадратного метра будет, ну, для меня это очевидно. Возможно, по времени как-то будет это, может быть, не с февраля, а там, может быть, с марта, не знаю. Но я предполагаю, что все-таки с февраля месяца. Почему? Потому что, как вы видели в начале видео, сводные данные уже показали нам, что все сегменты рынка недвижимости показали снижение стоимости квадратного метра за исключением социального жилья. Друзья, итак, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки и дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовит для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.